Кто придумал отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января и как появился этот обычай? Когда праздник стал общенациональным торжеством и какие существуют традиции для создания новогодней атмосферы у нас и в других странах? А также краткая история возникновения Нового года от Древней Руси до современности. Мое видео снято на улицах города Гродно, и я покажу вам, как город украшен к Новому году. Где-то покажу новогоднюю иллюминацию, покажу ежегодную традицию нашего города в декабре – это шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Так что, если интересно, присоединяйся. Новый год – любимый праздник не только детей, но и взрослых. В разные эпохи началом Нового года считались разные даты. Отмечали праздник весной, зимой и осенью. Доподлинно неизвестно, как отмечали Новый год на наших землях в средние века. По некоторым летописным источникам празднование связывали с возрождением природы. Торжество совпадало с днем весеннего равноденствия, 22 марта, а по другой версии праздник отмечали в Масленицу. Проводы зимы и встреча весны знаменовали начало нового жизненного цикла. Также есть данные, согласно которым язычники использовали в качестве божества, почитали Деда Трескуна, а Новый год отмечали в день зимнего солнцеворота в декабре. Он считался самым холодным и коротким днем в году. Система хронологии по юлианскому календарю предусматривала разделение по месяцам, а официальной датой Нового года было 1 марта. С принятием христианства на Руси в 988 году появилось новое летоисчисление, и по византийскому календарю празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Разногласия о том, когда отмечать праздник весной или осенью, продолжались вплоть до 15 века, пока в 1492 году Иоанн III издал указ, которым официальной датой празднования Нового года и для церкви, и для мирян стало 1 сентября. Проходили пышные торжества, гуляния и в полночь звонили в колокола. Привычное сегодня наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января ввел в 1699 году российский император Петр I. По его указу от 20 декабря 1699 года Россия перешла на новое летоисчисление, и празднование начала года с 1 сентября официально перенесли на 1 января. В документе были обозначены первые традиции проведения торжества, схожие с обычаями европейских стран. Так, по царскому указу новый 1700 год в Москве отмечали целую неделю, и каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Людям предписывалось украшать дома и ворота еловыми, сосновыми и можжевеловыми деревьями или хвойными ветками и поздравлять друг друга с наступлением Нового года. А во дворах по вечерам жечь солому, хворост, зажигать смоляные бочки и также палить из мушкетов и ружей. По-настоящему общенациональным праздником Новый год стал именно в советское время. Празднование Нового года официально было принято 1 января в 1948 году. Власти сделали этот день выходным для всех. Этому предшествовал запрет на празднование Рождества. И в конце 20-х годов прошлого столетия существовали даже специальные отряды, которые патрулировали улицы и всматривались в окна с целью выяснить, что происходит в домах. А в 30-е годы власти запретили отождествлять елку, подарки и Деда Мороза с религиозными символами, и елку стали называть исключительно новогодней, а не рождественской. Застолье по случаю встречи Нового года одним из первых советских писателей описал Аркадий Гайдар в рассказе «Чук-и-Гек» в 1939 году, и в советское время широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола – салат оливье, мандарины, селедка под шубой, а на смену вафлеемской елочной звездочке пришла красная пятиконечная, и восковые свечи заменили электрические гирлянды. С 1954 года для детей и молодежи в Советском Союзе стали проводить кремлевскую елку, а с 1970-х годов появилась традиция, ставшая ежегодной, слушать торжественное обращение главы государства к народу и загадывать под бой курантов желания.
Приготовления к главному празднику года в Беларуси начинаются уже с начала зимы. На улицах городов появляются украшения, елки, световые инсталляции, ледяные скульптуры, если позволяет погода, снеговики и фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ну и символы наступающего года по восточному календарю. А на центральных площадях проходят праздничные представления. Традиционно организуют детские утренники, где ребята принимают участие в маскараде, играют, поют песни и танцуют вокруг елки. В лесу родилась елочка. Наверное, каждый знает слова этой песни и даже сейчас, спустя столько лет, может пропеть хоть один куплет. А как появилась эта песенка, знаете? А ведь ей посвящена даже целая статья в Википедии. Она появилась из сценария детского праздника начала 20 века. Стихи сочинила 25-летняя Раиса Кудашева, а мелодию в 1905 году написал Леонид Бекман, агроном, большой любитель музыки. Он сыграл эту песню на рояле, а вот как записать ноты не знал. Помогла ему супруга, пианистка Бекман-Щедрина, и песенка оказалась так хороша, что мы встречаем с нею Новый год больше 100 лет. Задумайтесь. Кстати, Раиса Кудашева узнала, что ее стишок стал песенкой только в 1921 году. Она ехала в поезде и услышала, как эту песенку поет девочка. Традиции и обычаи празднования Нового года складывались столетиями. Украшать дома хвойными деревьями и ветками, писать письма Деду Морозу, наряжаться в новую одежду, избавляться от всего ненужного, раздавать долги, прощать обиды, дарить друг другу подарки, собираться вместе за праздничным столом. Все эти и другие традиции неизменно соблюдаются и сегодня. Одной из новогодних традиций во многих странах стало дарение поздравительных открыток. Новогодние почтовые карточки, так называли открытки, появились в 1897 году. Многие знаменитые художники не стеснялись брать заказы на оформление открыток. Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин и другие. Многие рисовали иллюстрации на лицевой стороне карточки, но чаще всего изображали новогодние пейзажи, сценки с детьми, подковы как символ удачи или ангелов. Рисовали также поезда, которые мчались через снег и лес, демонстрируя развитие техники. Какой-либо цензуры не было, и открытки выпускали многие типографии. Сейчас дарение открыток, увы, уже не столь популярно. Сейчас мы скорее напишем и поздравим друг друга смс-кой, чем напишем от руки пару строк. А зря, ведь это сохраняется на долгие годы, и однажды, совершенно случайно, найдя в старой книге в качестве закладки новогоднюю открытку, мы испытаем те же эмоции, которые пережили тогда, когда впервые взяли ее в руки и прочитали. Увы, с смс-ками и картинками из Viber это так не работает, так что давайте писать открытки друг другу. В советское время выпуск любых открыток был взят под контроль государства, и новогодние открытки оказались под запретом вместе с самими праздниками. Их выпуск возобновился только в 1941 году. Сюжеты и иллюстрации, конечно же, были военные. Уже после окончания Великой Отечественной войны они сменились на повседневные. К слову, по темам изображения открыток можно отслеживать политические, социальные и культурные изменения в государстве. После полета Юрия Гагарина в космос на поздравительных открытках появлялся космонавт с ракетой, а в 60-е и 70-е изображали телевизор. Но самый популярный политический сюжет – это, конечно же, Кремль с курантами. И изображение выпускалось миллионными тиражами до начала 90-х годов. Существует немало предметов и образов, которые ассоциируются с главным зимним торжеством. Но самое популярное – это, конечно, нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка, праздничный стол с угощениями, а также, согласно китайскому календарю, каждый год символизирует тотемное животное. Символом Нового года елка стала не сразу. Дело в том, что в русских погребальных обрядах использовалась ель и сосна. Именно поэтому люди не желали нести в дом хвойные деревья, и с петровских времен появилась традиция украшать дома ветками хвои. В середине XIX века аристократы наряжали рождественскую елку и соревновались, чья выше и богаче украшена. Сегодня елка, украшенная покупными и самодельными игрушками, мишурой, гирляндами, лакомствами в виде конфет и пряников – это неотъемлемый атрибут праздника, занимает почетное место в доме и радует глаз. Но вокруг нее, конечно, воют хороводы, а под елкой оставляют подарки.
И Дед Мороз и Снегурочка – несомненно любимые персонажи новогоднего праздника. Символом Нового года Дед Мороз стал не сразу. Новогодний волшебник появился в 20 веке, а прообразом Деда Мороза считают сразу несколько персонажей. Это языческий колдун Карачун или Трескун, сказочный персонаж Морозко, Святой Николай Чудотворец, а за границей Санта-Клаус. У нас Дед Мороз на упряжке с огромным мешком подарков никогда не отправляется в путь без помощницы Снегурочки. Еще наши предки в новогоднюю ночь накрывали на стол щедрое угощение. Сейчас, наряду с традиционными яствами, салатами, бутербродами с икрой, шампанским, мандаринами, принято накрывать стол с учетом восточного гороскопа и обязательно учитывать, что понравится символу Нового года. Кроме того, страны постсоветского пространства у нас установлен обычай праздновать два Новых года – старый и новый. Впервые он отмечался 14 января 1919 года. В 1918 власти приняли решение следовать примеру прогрессивных стран и издали декрет о новом летоисчислении. Вместо юлианского календаря официальным стало григорианское летоисчисление, и начиная с 20 века между двумя календарями разница составляет 13 дней. Русская православная церковь отказалась принять новый календарь, и так появилось две даты торжества – Новый год и Старый Новый год. По григорианскому календарю 14 января соответствует 1 января юлианского. По многолетней традиции старт праздничным мероприятиям и включению новогодней иллюминации на центральных елочках города, установленных на площадях Ленина и Советской, предшествует парад сказочных персонажей. Этот обычай уже стал визитной карточкой города Гродно, где вместе с главными новогодними персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой в шествии участвуют сотни сказочных героев, а также персонажи, олицетворяющие символ наступающего Нового года. И тысячи гродненцев и гостей города собираются на площади, чтобы принять участие в торжественной церемонии зажжения главной елки. А с площади Ленина колонна зимних персонажей и 6 украшенных автомобилей в этом году прошли по центральной пешеходной улице города Советской. А знаете, когда началась новогодняя традиция поздравлять с Новым годом жителей страны? 31 декабря 1935 года. Тогда по радио впервые прозвучало новогоднее поздравление от председателя Центральной комиссии СССР Михаила Калинина. Он обращался тогда к полярникам. А ко всему советскому народу Калинин, тогда уже председатель Президиума Верховного Совета СССР, такие странные слова, интересно тест на возраст, кто сможет расшифровать аббревиатуру. Тогда Калинин обратился к народу в 1941 и 1944 годах. Но при Сталине обращения носили эпизодический характер, а в 1953 по радио народ поздравил Климент Ворошилов, занявший пост председателя. При Никите Хрущеве и Леониде Брежневе обращения первых лиц так и не стали регулярными, и только с приходом Михаила Горбачева и до сего дня обращение лидеров государства стало ежегодным. Исключение тогда составили 1992-1993 года. Тогда в Советском Союзе в рамках борьбы с религией было запрещено называть елочку рождественской, называли исключительно новогодней, как символ Нового года, а не запрещенного тогда религиозного Рождества. Рождественская елка стала лишь в 90-х годах 20 века, а официально Рождество начали праздновать у нас в стране с 2003 года, когда 7 января стало государственным праздником. У нас в Беларуси есть еще католическое Рождество, которое выпадает в ночь с 24 декабря на 25 декабря и тоже считается государственным праздником и выходным днем. В разных странах Новый год празднуют по-разному. Раньше всех отпраздновал Израиль осенью. В этом году начали отмечать 25 сентября и закончили 27. Согласно древней традиции, праздник Рош-Ха-Шан называется. Он приходится на новую луну в 7 месяце еврейского календаря. И это время переосмысления, покаяния и надежд. А вот в Японии, например, о приходе Нового года возвещают 108 ударов колокола, которые символизируют смерть 108 человеческих пороков. В Греции 1 января – это помимо Нового года еще и День Святого Василия. Он покровитель малоимущих, и дети именно в этот день ждут подарков. Идя в гости, греки берут с собой камень, который кидают в двери ворот хозяев с пожеланиями. Ну и пожелания зависят от размера камня.
Новый год в Африке справляют несколько раз в год, потому что он связан с сезоном дождей, разливом важных рек и окончанием сельхозработ. Ну а новогоднее растение там, конечно же, пальма, как дерево жизни. А вот Индонезия состоит из множества островов, поэтому неудивительно, что помимо обычного Нового года есть еще и китайский Новый год, а также Тихий Новый год. Чаще всего он празднуется на острове Бали. Его смысл в том, чтобы 24 праздничных часа никто не издал ни звука. Все общественные места, магазины закрыты, машины не ездят, так что, по мнению жителей Бали, только так хорошо можно встретить Новый год. А, например, по традиции в Марокко отмечают Новый год 9 февраля, а некоторые жители страны уходят в горы, чтобы встретить первый рассвет на высоте. Так как Марокко мусульманская страна, то Новый год христиане празднуют дома. Напишите, пожалуйста, какие интересные и странные с нашей точки зрения традиции встречи Нового года встречали в своей жизни вы. Что больше всего удивило или запомнилось? Вот такое предновогоднее видео у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось, и я вам немножко подняла настроение и развлекла. Пишите под видео поздравления друг другу, где собираетесь отмечать или где бы хотели отметить, если бы была такая возможность. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы год 25 был гораздо лучше 24-го, но людям свойственно верить и надеяться на лучшее. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока. И до встречи в следующем году.